Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня у нас с вами пятница, 21 января 2022 года, уже и подходит к концу январь. Но именно в этот день нас с вами будет ожидать достаточно великолепный день. Поэтому будьте сегодня активными и продуктивными. Но в то же время не расслабляйтесь, потому что у нас с вами впереди выходные. И энергия этого дня будет благоприятна для бизнеса, для важных дел, встреч, для подписания документов, для начала работы, свиданий, а также получения признания и вознаграждений. Но обращаем ваше внимание, что 21 января ни в коем случае не двигаем мебель. Это касается и столов, кроватей, диванов, шкафов, для того, чтобы сохранить в порядке свое здоровье и финансы. А удачные часы, которые будут нейтрализовывать плохие влияния и благоприятно в это время обращаться за помощью. И идеальное время для налаживания отношений это будет с 11 часов 15 минут до 14 часов 45 минут по московскому времени. А вот сегодняшний день не подходит для активности рожденным в год дракона. Обратите на это особое внимание. И вообще 21 января 2022 года это вообще отличный день. И сегодня у нас включается практичность, критичность, проницательность, что помогает нам с вами удачно выстроить деловые, рабочие процессы и вмещать в единицу времени больше возможностей. Но помните, друзья, о ретро-меркурии и, пожалуйста, корректируйте свои шаги с его учетом. Плюс обязательно старайтесь включать креативное мышление, откинув все шаблонное и консервативное в своей жизни. И, пожалуйста, не нужно сегодня, 21 января, сидеть сложа руки. Тогда космический поток точно вынесет, куда вам нужно. Сейчас самое время доделать, дожать, переиграть, перемозговать, но по новой где-то договориться, переговорить. Сегодня благоприятно будет обращаться к техническим IT-задачам, специалистам, к веб-дизайну или просто хозяйственным темам. Знаете, это сегодня будет у вас в этом присутствовать удача. И именно 21 января сегодня важный день в жизни каждого человека. Дело в том, что сегодня, с одной стороны, царит негатив, хаос, потому что люди становятся более нервозными, раздражительными и невеселыми в какой-то степени, а с другой стороны, этот день будет предназначен для генеральной уборки во всех сферах вашей жизни. Поэтому этот день еще и избавления от негатива, день очищения и обретения легкости. Поэтому сегодня очень будет важно, чтобы вы ограничили свой круг общения, не вступали в конфликты и ссоры. В этот день вы можете навсегда проститься с каким-то человеком, который, возможно, вам сделал плохо, возможно, у вас отношения уже прекратились, и вы понимаете, что все, дальше только тупик. Также это день очищения от накопления эмоций и чувств. Сегодня, 21 января, не старайтесь брать деньги в долг и отдавать долги. Также сегодняшний день неблагоприятен для любых финансовых операций. Сегодня, 21 января, в пятницу, рекомендую меньше есть, очищайте свой кишечник, и день в какой-то степени опасен отравлениями. Сегодня очень важно больше отдыхать, а физические нагрузки лучше отменить. Рекомендуем принять душ в конце дня, чтобы смыть энергетику этого дня. Важно сегодня избегать обманов, провокаций и манипуляций. Кто-то скажет, а разве это возможно избежать? Да, возможно, если вы будете иметь советы, рекомендации, а также будете внимательны и не будете расфокусированы. Сны сегодня могут быть страшными и неприятными, но сновидения этой ночи не сбываются и не несут никакого значения. Знаете, сегодня сны несут более, наверное, такой очистительный характер. А аффирмация для этого дня звучит, друзья, следующим образом. Я проявляю благосклонность к себе. Я нахожу время для работы над собой. Я выстраиваюсь на счастье. Я иду по жизни, сохраняя равновесие. Мое будущее – свет и радость. Обращаем ваше внимание, что сегодня по народным приметам 21 января нельзя отмалчиваться за столом.
Поэтому каждый должен, сидя за столом, независимо от завтрака, обеда или ужина, рассказывать какую-то интересную, но в то же добрую историю. И тогда считается, что ваш год будет веселым и полным на счастливые события. Обязательно приглашайте в этот день в гости кумовьев, потому что сегодняшний приход крестных принесет здоровье и счастье ребенку. Крестникам же в дар преподносились обязательно сегодня мыло и полотенца, чтобы те всегда были белыми и со здоровым румянцем. Даже есть поверье, что умываясь таким мылом, ребенок будет защищен от порчи с глаза и болезней. Хорошо, если в этот день мигает лампочка, а вот плохо, если в этот день сломался ноготь. Также 21 января не старайтесь провести этот день в одиночестве и молчании, иначе весь так год и пройдет. Также обращаем ваше внимание, что 21 января у нас по народному календарю праздник называется народный праздник Емельянов день, поэтому нельзя работать сегодня в первой половине дня, и тогда в течение года не переделайте работу, очень много ее будет тогда. Поэтому все дела запланированы на 21 января. По народным приметам нужно перенести на послеобеденное время. Также женщинам в этот день запрещено сидеть сложа руки. По народным поверьям девушки, женщины в Емельянов день должны шить, ткать или прясть. Те же, кто ослушается данного совета, могут потом долго мучиться от болей в суставах. Не стоит сегодня расстраиваться и тому, кто заболеет 21 января, поскольку, согласно народной примете, принявший свою болезнь как должно, пойдет быстро на поправку, а тот, кто будет стонать и жаловаться, может еще долго проваляться в постели. На сегодня, друзья, плохой приметой 21 января было варить и пить кисель, так как считалось, что это привлечет несчастье и даже трагедии в дом. Беду на себя можно навлечь, если в этот день отправиться покупать веревки. Это достаточно очень плохая примета, поэтому не стремитесь покупать веревки, например, для того, чтобы вывешивать вещи. Лучше принесите на другой день. И, конечно же, женщины с 21 января вновь возвращались к рукоделию. Также сегодня, как мы уже сказали, нельзя варить и употреблять кисель. Считалось, что если пить кисель 21 января, то в доме вскоре будут отмечать поминки. Нельзя долго смотреться в зеркало, чтобы не проглядеть свою красоту и молодость. Нельзя и насмехаться над близкими людьми, иначе жизнь может повернуться таким образом, что сам насмешник окажется в дураках. Нельзя стоять на ветру так, чтобы ветер дул вам в лицо, иначе ветер может сдуть удачу и благополучие. Также не стоит игнорировать подсказки интуиции, иначе можно попасть сегодня в неприятности. Если вы заболеете в этот день, 21 января, ни в коем случае не жалуйтесь, иначе вам придется долго выздоравливать. И также в этот день запивали счастье парней, наскоро сложенное против их воли. Также по родительскому или по залету. Считалось, что если запить горе немилого супружества парню в этот день, то скорее стерпится, слюбится в ненавистном союзе. Если вы увидите синие облака в небе, то значит вы обладаете огромной внутренней силой и способны повлиять даже на свою собственную судьбу. А мужчины в этот день способны завоевать даже самое недоступное сердце. Вот такие народные приметы на 21 января. И, друзья, сегодня, вот тот день, 21 января, когда мы рекомендуем произносить одну фразу целый день. Эта фраза поможет вам сегодня изменить вашу жизнь, а также уберечь себя от неприятностей, от проблем и от всего того, что, возможно, вас ожидает в этот день. Поэтому 21 января, в любое время, когда вам будет удобно, комфортно, вы идете на работу, скажите эти слова, находитесь на обеде, скажите эти слова, что-то у вас не получается в этот день, 21 января, скажите также эти слова. Итак, слова следующие, которые помогут вам на протяжении всего этого дня. Ангел-хранитель мой, на исполнение желания благослови, задуманное осуществить
помоги. И эти слова помогут вам на протяжении этого дня. Также в этот день вы можете подумать о том, что вам действительно важно и нужно. И это обязательно будет в вашей жизни. Друзья, мы всем желаем прекрасного пятницы всем. Пусть она пройдет чудесно, великолепно, волшебно, сказочно. А мы, друзья, с вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Подписывайтесь, ставьте лайки. Мы услышимся с вами уже в следующем видео.